Мы живем в удивительное время. Наш мир сейчас невероятно развит. Телефоны, компьютеры уже давно стали частью нашего быта, ровно как и игры. И хоть я искренне считаю, что мобильный гейминг это полная хуета и дерьмище, наш век прекрасен, потому что именно в наше время вышел трейлер Хоррорфилда, ну кто бы сомневался. Но делать обзор на трейлер я не буду, я еще не настолько крутой ютубер. Поэтому я решил сделать просто сравнение трейлера Horrorfield и трейлера Identity V. И начнем мы с Horrorfield. С самого начала мы видим гличи, это помехи, что уже говорит о том, что разработчики подумали о спецэффектах, и это им респект. И более того, трейлер именно сделан с нуля, а не слеплен из кусков геймплея, и это громадный плюс. Ракурсы съемки также весьма кинематографичны, наведение с высоты, из-за спины и, конечно же, появление культиста. Сделано это весьма устрашающе, но без резких звуков и с нагнетанием музыки. Вообще, я считаю, что это самый лучший момент видео. Дрочит правая рука, дрочит левая рука. Это просто сделано, ну, очень классно, мне прям нравится. Также стоит отметить, что для трейлера используются звуки, стоны, всхлипывания, вздохи. Это реально полноценный трейлер. Правда, вот на этом моменте виден ляп. Лина начинает смотреть на скелет только тогда, когда его показывают нам. Но эй, он же был прямо перед тобой. То, чего не видит зритель, того не видит персонаж, да? Но это не критично. Также мы видим хорошую игру света. Движения персонажей, конечно, немного деревянные, но это уже условности движка, я считаю. И, ну, как бы прикапываться к этому смысла нет. Более того, реагируют эти персонажи, как и подобает живым людям. Там крутят головой, они теряются, пугаются, удивляются. Это выглядит просто хорошо. Однако вот тут мне лично непонятно, как именно культист утащил жертяя. Культист явно опускается, ну, очень низко. Его там что, мясник держит за ноги и наверх затаскивает вместе с толстяком? Но выглядит это круто, так что мы простим этот грешок. Также после просмотра трейлера появляется очень много вопросов. Почему они все поодиночке? Они же были вместе в начале, а потом внезапно разбежались? Почему они не сели в лодку, почуяв неладное? Куда вот ты идешь, Джек? Как ты сюда попал? Лина, куда ты делась? Hey, what happened? Откуда появились генераторы и ворота, если достаточно сесть в лодку? И куда тогда ведут эти ворота в принципе? Откуда у простых людей могут взяться кольца невидимости, например? Это какая-то магия? Технологии? Зачем вообще в игре нужен этот бесполезный персонаж? Но неважно. Мы не сравниваем игру и трейлер, а трейлер сам по себе сделан хорошо и качественно. Прекрасная работа. А теперь посмотрим официальный трейлер Identity V. Да-да-да, обычное клише с текстом и сменой кадров. Угу. Да. Угу. Угу. Показывают персонажей. Угу. Ну, видно, что элементы хоррора присутствуют в трейлере. Картинка тоже неплохая, да. Но картинка тут приятнее, я бы сказал. Именно приятнее тогда, как в трейлере Horrorfield она была хуже, но в хорошем смысле. Я сейчас объясню. В том смысле, что видео Horrorfield, оно было более угрожающим само по себе. Заметили, да, что в трейлере нет ни пинга, ни проседаний, да, они 100% записывали через комп и эмулятор, но это понятно, неважно. Музыка тут более пафосная какая-то, как для боевика, а не для хоррора, на мой взгляд. Но это неплохо, это просто, ну, слишком пафосное. Угу. Я брал официальный трейлер, он намного короче, чем трейлер Horrorfield, так что, на мой взгляд, трейлер Horrorfield будет получше. Ну, чего-то не хватило Identity V, ну не хватило и все тут. Ну что ж. Ладно, а теперь серьезно. Серьезно, блять? Тупо накидали нарезок геймплея и разбили эти кадры шаблонным текстом любого трейлера на 30 секунд и назвали это официальным трейлером? И все? И все? 2 секунды. Достаточно 2 секунд начала, чтобы понять, что трейлер Identity V проиграл трейлеру Horrorfield. Вот настолько все плохо, и настолько им было лень делать трейлер своей игры, лучшего клона Dead by Daylight, ебать его в рот. Настолько им было похуй,
что они просто сделали нарезку геймплея с ботами, а я уверен, что это боты, и добавили текст. Все. Вы серьезно, блядь? Вы серьезно, блядь? На, серьезно. Блядь, что это такое? Бам, блядь. Официальный трейлер, блядь, игры. Лучший клон, блядь. Вы что, серьезно, блядь? Вы что, вы не шутите, блядь? Это серьезно? Лучший клон ДБД, блядь? Нарезка геймплея? Все, пиздец. Это фиаско. Это просто фиаско. Я могу сделать такой трейлер за день, при наличии человека, который сделает оригинальную музыкальную дорожку. А если у меня будет еще парочка видео, то буквально за час-два сделается. Да что я говорю, я уже сделал практически такой же трейлер, что и компания NetEase, но в отличие от них я это сделал на очень плохом ноуте, который вечно тормозит, при плохом интернете, отыскав самостоятельно хорошие геймплеи других игроков и все это смонтировав в перерыве между своими делами и проблемами. И если отбросить поиск музыки и роликов, на сам монтаж этого видео у меня ушло где-то часа 3, по причинам, названным выше. И получилось то же самое, только длиннее, с разными моментами и под чужую музыку. Любой человек, который изучал Movavi хотя бы день, сделает точно такой же трейлер. Тогда как сделать такой же трейлер, как Horrorfield, сможет далеко не каждый. Я, например, вообще без понятия, как это делается. Я понимаю, что это очень тяжело, и над этим реально старались. Да, сделать именно вот такой текст будет посложнее, да и про музыку я уже сказал, но мысли вы поняли, да? Это все, это можно закрывать видео и просто выходить в окно. Официальный трейлер, охуеть! Это реально фиаско для такой крупной компании, которая еще называет эту игру лучшим клоном Dead by Daylight. Трейлер Horrorfield намного больше похож на трейлеры DBD, чем трейлер лучшего клона DBD. И судя по просмотрам и лайкам, не так уж много людей оценили этот трейлер, и я этому очень рад. Вот посмотрите на просмотры и лайки по трейлерам Identity V и просмотры и лайки по трейлерам Horrorfield. По-моему, вывод очевиден. Это просто пиздец, блять. Я в ахуе. Я один в мире, которого вот это вот все не устраивает, да? Я один это все замечаю. Вы серьезно? На, серьезно. Да, у Identity V есть еще ролики. Например, вот этот. Оу, страшно, что пиздец. Реально, хоррор 10 из 10. Но если отыскать другой трейлер, то все становится уже не так однозначно. Сначала мы видим табличку, которая напоминает нам, какую игру мы приебали. Рейтинг 17+. Кровь, насилие, жестокость, частичная обнаженка, грубые выражения, сексуальный контент. Да вы только представьте, как чудесно была бы Identity V, имея она такой рейтинг. Это видео уже получше, потому что оно сделано, а не слеплено из кадров игры, я прав? Тут нет клишированных звуков, смены кадров типичного трейлера. Над этим видео реально старались, действительно старались. Они сделали его за какой-то там час. Кровь, саспенс, музыка, демонстрация маньяков. Здесь все это действительно здорово. И вот эта сцена на самом деле очень криповая. И вот это видео действительно похоже на трейлер лучшего клона Dead by Daylight. И это могла быть та игра, которую можно было бы, пусть и с натяжкой, называть лучшим клоном Dead by Daylight. Но мы получили Identity V. И это печально. Это на самом деле печально.
to you. I know religion's important and all, but I think you might be taking